Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Середина мая у нас за окном. Я нахожусь на политехе, метро Политехнический институт, и решил сделать небольшое включение, потому что смотрю, тут и бабулечки есть, и цены есть, и продают что-то с рук. Поэтому небольшой ролик вашему вниманию, что мы имеем, что продаем, что покупаем. Давайте посмотрим, как и что происходит в Киеве на политехе. Небольшая пробка, видите, какая-то у нас ехала делегация, поэтому полицейские перекрыли движение и образовалась небольшая пробочка. Делегация уже проехали, и вот пробку у нас запускают, да? Вереница машин, которая немного вынуждена была подождать своей очереди. Лицей номер 142. Место Киева. Лоточки прямо около метро. Удобно для студентов, которые выходят из метро, в КПИ двигаются кто в ту сторону, кто двигается в эту сторону. И, проходя через лоточки, сразу могут себе что-нибудь прикупить. Яблочки 30 гривен. 95. Полуниця, солодка, смачна Черкаси 145. Черешня уже появилась 195 гривен за килограмм. Черешню я еще, честно говоря, не видел. Хотя и полуниця, в принципе, не это только появилась. Так, полуниця Одесса, солодка 89 гривен. Даже есть опция перевода на карту. 650 гривен лохина 65 за 100 грамм. Помидорчики у нас 85 черри. Что у нас еще есть? Абрикосы 95 за килограмм. Это у нас персики 75 за килограмм. Так, сейчас мы перепрыгнем через собачку. 65 гривен на гилси. Ну, немного они у нас повидавшие виды. Цветная капуста 85, обычная 35, огурчики 58, редиска 45 гривен за килограмм, кабачки 55. Давайте посмотрим еще, что у нас продают пионы. Только появились пионы. В Якутино у нас пионы? 41 штука. Так, а тут что у нас есть? Петрушка, рукола, по 20, наверное, да? Это у нас черемша, наверное, да? Щавель, ага, понял. Понял, спасибочки. Так, а у вас что у нас есть? Пионы в Якутино? 350, ну это по 50 гривен где-то, да? А то, что вы в руках держите, это что? Рисы 100 гривен. 100 гривен. 9 штук. Угу. Да, я понял, да. Не доставайте, а то сейчас попадает все. Ага, понял. Так, редиска в Якутино у вас? Килограмм? Баночка 25. А, баночка 25. Це 30, цей великий 40 гривень пішов. Все 40 гривен. Ага, понял. Все, спасибо. Так, есть у нас что выбрать, даже если вы просто двигаетесь домой в 8 часов вечера. Сейчас именно столько на часах у нас. Давайте спросим еще, почем у нас огурчики. Это что? Не, а вот это что это такое? Это щука. Щука, ого. Да. А сколько она стоит? 150 гривен. 150. Это как соленая, да, или что она? Ні. А ну расскажите. Це я консерва робила сама. Чоловік ловить свіжу щуку, і в мене автоклав. Там чиста олія соняшна. А, ну типа как сардины, да, вот. Да. Ага, понял. Так, 150, да, вы сказали? Ага. Обалденно. Первый раз вижу. Понял. Не, в плане, что щуки законсервированные. Спасибочки, хорошо, дякую. Не, без этого, без каких-либо лишних слов консервированную щуку в полулитровой банке я вижу, честно говоря, первый раз. То есть огурцы видел, помидоры видел, грибы всякого рода видел. Щуку молодцы. А в чем плюс? В том, что если, как она говорит, да, муж наловил щуку, и она ж не будет вечно у вас, ее нужно или замораживать, или что-то с ней делать. Так, давайте, вот тут вот рай
для Добрий вечір, а де моя стучки? любителей цветов. Видите, огромное количество, начиная от роз, пионы, на любой вкус. Всегда тут покупали на 1 сентября цветочки, вон пионы, класс, красивые ирисы. Ну, конечно, сейчас вот последнюю неделю просто эра пионов. Ну, красота. И плюс они еще, когда распустятся, ну вот это маленькие пиончики, они где-то по 50 гривен, там по 75. А есть действительно большие, такие, знаете, культивированные, которые разводят, они размер вот с кулак. И они, конечно же, подороже намного. Посмотрите, класс, букет. А в яку ціну ці от? 150. Ну, красота. Неземная. Пионы 150, но это те, которые вот тепличные, которые огромные. Так, выходим с подземного у нас с перехода и посмотрим, что у нас есть еще на поверхности. Видите, лоточки уже справа закрылись. Тут ремонт часов разного рода, там какие-то, ну, короче, электроника. Но к вечеру они немного подзакрылись. Слева Smart Plaza. Относительно недавно, в сравнении с существованием района, существованием Киева, его построили. И очень удобно, потому что в округе до сели не было, в принципе, никаких подобных магазинов больших. Был на Шулявке, я пытаюсь перекрещать трафик городской, и был ближе к метро, ну, в сторону туда, в сторону цирка, в сторону универмага Украина. Сейчас тут построили, очень удобно, потому что тут есть и кинотеатр, тут есть и пузата хата для тех, кто работает рядышком, можно заскочить, перекусить в обед. Есть и сельпо, закупиться, KFC, сушия, будинок игрушек. Он очень маленький, то есть сам по себе размер этого торгового центра очень-очень маленький, все тесно. Не знаю, не хочется мне туда даже сейчас заходить, не знаю, посмотрим. Но для полноценного, да, вот такой полноценного какого-то приобретения, да, чтобы купить себе молочку, хлебушек, в сельпо вполне неплохое место. И паркинг, вон вдалеке у нас зеленый фасад, это паркинг. Так, давайте посмотрим, что у нас есть с этой стороны еще. По полунице 95, это Одесса. Так, персики, абрикосы 95, нектарин 75, лохина 65 за 100 грамм, 650 килограмм, помидор розжевый 95, авокадо 40, редиска 45. Вон, то, что я говорил, маленькие собачки, видите, всегда очень агрессивные, в отличие от больших. Грибы 70, кабачки 55. Семейная пекарня тоже пользуется популярностью. Дороги за последние лет 100, наверное, не ремонтировались. Вот прямо тут, где я сейчас иду. В былые времена, когда я жил в этом районе, капец, как посмотрите, дороги, конечно, жесть. Вот тут вот был проход, тут была арка, и был проход, ну, через дворы можно было идти по прямой. Потом построили студию красоты, салон красоты, и как бы проход стал перекрыт. Меня всегда радуют, в кавычках, вот такие вот велодороги, да, когда у нас она якобы есть, якобы ведет по прямой и заканчивается просто внезапно, знаете, как двери открываются внезапно. А дальше ты едешь уже как бы и с нарушением, по сути, правил. Была велодорожка и нет велодорожки. Если ты велосипедист, ты, наверное, должен, по идее, выпрыгнуть на проезжую часть, хотя эту велодорожку, по сути, могли довести до проезжей части и перейти в первую полосу, где велосипедисты как бы и обязаны передвигаться. Но нет, друзья, тут дело обстоит совсем по-другому. Тут мистика, покрытая
мраком, потому что вот там, где я сейчас иду, должны вы телепортироваться просто. А дальше, где вот знаки у нас за поворотом, вон синенькие знаки, видите, там снова начинается велодорожка. И она начинается точно так же внезапно, как и исчезла. Раньше вот в этом заведении был пив-бар. Или на третьем, или на втором этаже, или на первом, я не помню, или на обоих. Потом, видимо, что-то он не потянул, и из этого большого здания сделали много маленьких. Тут есть и киберспортивный клуб, да, компьютерный клуб. Тут есть сверху и медтехника, и какие-то обувные вещи, обувной магазинчик. И поэтому, ну, не знаю, кому как. Кому как. Раньше, когда тут был, как же он назывался, не пивариум или пивариум. В общем, подскажите, кто в Киеве ориентируется, как назывался этот на Политехе пивбар напротив Смарт-Плазы. Вот про что я говорил. Вот видите, велодорожка. Вот она начинается точно так же внезапно, как и исчезла. То есть, по сути, человек, который с велодорожки там исчез, он должен вот по этому тротуару быстренько-быстренько вот так вот пройтись, проехаться и переехать вот на эту велодорожку, где 9 из 10 человек обычно, да, ходят пешком. Почему? Потому что все люди, по идее, они должны передвигаться вот там вот. Но проблема в том, что вот там в самом конце, там лестница, там спуск. И поэтому что делают люди? Они вытаптывают тропинку, переходят на велодорожку и вот так вот с кулечками клубники, с собачками на поводке они идут по велодорожке на радость многим велосипедистам. А по лестнице, ну, сами подумайте, если вы мамочка с детьми какая-то, да, там, или вы да просто вам сложно спуститься по ступенькам, то представьте, вот эти все ступеньки вы должны преодолеть. Конечно же, люди пройдут по спуску, по пандусу, если так можно сказать, по велодорожке. Но дальше, в принципе, после реконструкции вот этого вот тротуара, тут придраться, я бы даже сказал, не к чему. Потому что велодорожка идеальная, классная, гладкая, тротуар широченный, заезды ограничены, то есть на тротуарах машины встать не могут. Широко, просторно, комфортно, удобно. Детская библиотека. В свое время ходил сюда на почитать. Я не знаю, сейчас ходят ли дети и обязывают ли их учителя ходить в библиотеки, я даже не знаю. Но мне что-то так кажется, что если раньше из 100 человек 99 секс-шоп, идешь домой, зашел, закупился, прикупил, пошел дальше. Если раньше из 100 детей 99, ну, рано или поздно, на школьных каникулах, в любом случае захаживали в библиотеку, будь то школьная, будь то районная, то сейчас мне кажется, ну почему-то мне кажется, что из 100 человек один лишь придет в библиотеку. На замену книжкам бумажным пришли гаджеты, телефоны, ноутбуки, планшеты, и любую книжку, в принципе, можно найти в просторах интернета. И, ну, короче, вы все и так сами понимаете. Когда-то, лет 20 назад, может быть, даже больше, вот в этом здании, вот в этом огромном здании в самом начале был, ну, по типу супермаркета. Один из самых первых супермаркетов в этом районе. Как это выглядело? Вы заходите и выбираете то, что вам нужно. Там хлеб еще в те времена, может быть, киевляне или украинцы помнят такие хлеба, как арнаутка, украинский хлеб черный. Вот это вот там все дело продавалось. Проспект Перемоги, 23. Потом все это дело... Я, честно говоря, даже и не помню, что тут было раньше. Нужно напрячь в памяти, вспомнить. Но потом потихонечку стали арендаторы реконструировать, потому что места тут лакомые, потому что оно идет вдоль проспекта, потому что припарковаться удобно, потому что в окружении много неплохих домов, новых домов, старых. И постепенно вот эти арендуемые площади стали
раскупать. Сейчас из тех магазинов, которые могут нас с вами заинтересовать, а я не знаю даже, вот Коллинз спереди, там Антошка, сзади меня там были какие-то банки, не банки, а вот это что-то у нас новое. Давно тут не был, и по виду это орнаменты каштанов. То есть по виду у нас что-то будет на украинский мотив. Зеленые вот такие вот орнамент. Не знаю, и территория очень огромная. Я, честно говоря, не узнаю ни один магазин с таким орнаментом. Не помню, чтобы какой-то магазин был декорирован такими орнаментами. Коллинз, 100 лет он тут уже, наверное, стоит. Когда-то в Коллинзе он один из первых брендовых магазинов, которые в Киеве тогда начали появляться. Когда-то он пользовался огромнейшей популярностью. Сейчас, ну не знаю, если выбрать из десятка магазинов, в какой бы я зашел за какой-то новой шмоткой, Коллинз будет где-то на самом последнем месте. Антошка, зоомагазин зоотоваров, у кого есть котики, собачки. И Алкомастер, Алкомаг, алкомагазинчик. Рядышком Виносвиту. То есть вы можете залететь в алкомагазинчик, а можете залететь в винный. Все, вот такая небольшая у нас, друзья, прогулочка. Дальше у нас переезд в сторону проспекта Перемоги и в сторону метро Университет все двигаются. За этим домом, если я, может быть, попытаюсь вот так вот вам перейти, показать. Очень шумно, правда. За этим домом строился вот этот вот многоэтажный гигант, который стоит уже не знаю сколько, вот этот вот, сколько лет без ремонта. Ну, видимо, как Янукович сбежал, так и заморозилось в 2014 году. Но за ним огромное количество домов, которые будут сданы в эксплуатацию, очередной человейник, муравейник и тому подобное. Так, друзья, вот такая небольшая у нас прогулочка вышла. Если вам до вподоби такой формат видео, да и в принципе, если вы досмотрели до этого момента, не поленитесь, палец вверх прожмите, не поленитесь поставить какой-то коммент, оставить коммент и, конечно же, подписаться, потому что именно подписка помогает развивать канал, да и в принципе, если вы смотрите мои видео, почему бы и не подписаться. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.